Всем привет! Сегодня давайте посмотрим на такую тему. Помиритесь ли вы с ним? Так, благодарю всех за ваши донаты. Также для личного расклада обращайтесь ко мне на WhatsApp или в Instagram. Также для тех, кто будет спрашивать, где продолжение расклада, продолжение будет находиться на YouTube-канале Империя Таро. Так, вот так и поехали загадывать своего мужчину. Так, какой к нам мужчина сегодня пришел? Так. Ага. Мужчина здесь пришел к нам, сам манипулятор пришел. Мужчина, который все всегда гребет под себя, делает так, как ему выгодно. На данный период времени, не исключая того, что с этим мужчиной вы не общаетесь, здесь возможно блокировка с обоих сторон. Мужчина от вас отстранился, может не выходить на контакт, но это все делает он специально, манипулируя тем. Ну и женщина здесь его близко к себе не подпускает. Так, что это еще за мужчина? Так. Мужчина тот, который, во-первых, долго уже к вам не проявляется здесь, ушел в отшельничество. Все ждет проявления от женщины. Женщины здесь яркая, харизматичная. Скорее всего, я еще не исключаю то, что вы его могли послать подумать. Мужчина ничего не делает, абсолютно. Все рассчитывает здесь на женщину. Так, а почему ты ничего не делаешь? Ага. Не исключая того, возможно, может, вы вместе с ним работали, возможно, такое, возможно, что вы с ним, может, проживали вместе. Такое тоже не исключаю. А он вам мстит, я вам скажу. Ему с вами было хорошо, но и он видит то, что вы в нем здесь абсолютно не нуждаетесь. Его это очень сильно раздражает. Почему он, например, ничего не делает, да, в ваш адрес? Он видит то, что у вас, в принципе, все хорошо, и что вы женщина справедливая. С ним сюсюкаться не будете, да, вы приняли для себя решение. Здесь, в принципе, женщина довольна собой, знаете как, своей стабильностью. Так, ну еще женщина та, которая вынесла ему какой-то вердикт здесь. Так. Угу. Женщина, которая ищет свой баланс в жизни. Ну и которой нужна стабильность. Так, что этот мужчина о вас думает, интересно? Так, то, что вы, скорее всего, покинули эти отношения, да? То, что мужчина здесь много чего обещал и не выполнил. Женщина здесь закрылась, женщина пребывает в своем мире, да? Не исключаю. Возможно, вы переехали. Но однозначно здесь женщина вышла из отношений. Так, что-то еще. Кстати, он еще думает, то, что у вас есть какие-то поклонники, возможно. Такое тоже не исключено. Если у вас есть еще дети, да, он может думать о том, что вы не даете общаться с детьми. Такое тоже не исключаю. Что еще он о вас думает? Ну, во-первых, он вас рассматривает как шанс свой, да. Он правда о вас здесь думает. Мужчина здесь обижен на вас очень сильно. Почему? Потому что раньше, я так понимаю, вы его любили, растворялись, поддерживали, да, возможно даже, не исключая того, что вы его могли обеспечивать, чем-то ему помогать здесь, да. Женщина здесь искренне любила, но тем самым своим уходом, да, то, что вы от него закрылись, вы почему-то перестали давать ему шансов. Мужчина здесь обиделся, мужчина здесь зол на вас. Почему? Потому что вы, знаете как, он о вас думает как о ресурсной для себя женщины. Женщина та, которая ценная в его глазах. Так, что же он о вас еще думает? Ну, во-первых, то, что, скорее всего, он не исключает то, что... Понимаете как? Он подвесил эту ситуацию, да? Не исключая того, то, что он чем-то... Что-то он вам здесь должен. Должен либо вам, либо детям помочь. Но он почему-то этого не делает. Понимаете? Он видит себя вот как жертву себя выдает. Что это он такой маленький несчастный, то, что вы такая плохая, с ним так плохо поступили. Понимаете? Здесь почему-то именно... думает о том, что вот от какой-то материальной помощи от вас убегает. Понимаете? Он знает то, что вам нужны, предположим, деньги, да, если у вас есть общий ребенок, если это ваш бывший супруг, ну или вообще какие-то отношения, да, были. Он, понимаете, он как-то вот себя выдает за жертву, что вот у него, может быть, и денег нету, что он вам ничем помочь не может. Так, а на самом деле он вам ничем не может помочь, или он просто врет? Нет, понимаете, что я вам скажу, здесь такой мужчина, который хорохорится. Кстати, у него могут быть на работе какие-то там, могут быть не те заработки, на которые он рассчитывал, да. Тем более, он же понимает то, что он вам очень много боли причинил своими похождениями. Здесь мужчина незрелый, хоть ему хоть 100 лет, он незрелый. Понимаете, женщина с ним настрадалась, он понимает то, что он в эти отношения, ну, не готов он вкладываться. Понимаете, поэтому избегает этого. Так, какие чувства на сегодня у него к вам, интересно, у вашего загаданного мужчины? Так. Чувства есть.
Надо же здесь. В нем какие-то изменения. Вот его чувства проходят какую-то трансформацию. Не исключая до того, то, что, может, он вас любил, а тут, понимаете, он понимает то, что все, чувств уже больше нету, все умерло. Да? Хотя и в помощи он здесь все равно, он должен был оказать эту помощь. Либо вы ему, понимаете, поддержку какую-то, какую-то трансформацию здесь проходит, вот именно в чувствах. Может, он думает, что чувства умерли. Вот у меня были к ней чувства, а вот бах, и умерли. Так, что за трансформация у тебя? Что у тебя умерло или что? Ну, понимаете, что, да, он говорит о том, что вот ему так тяжело, понимаете? На душе у него тяжесть присутствует, да? И он думает уже, ну, хватит уже эту нести тяжесть, мне хочется пить и гулять, и я пошел в будущее, да? Ну, чувства такие, да? Так, какие у тебя еще к этой женщине чувства? Да, чувства у него такие, понимаете, что хороший вы урок ему преподнесли. Разбили вы ему сердце, ой-ой-ой-ой. И знаете, как я вам скажу, даже совместно с ним вы, возможно, такое, да, что кто-то из вас был здесь палач, а кто-то был здесь жертва. Но у него чувства такие, то, что все, он думает, что все, это конец. Знаете как, он сейчас пытается как-то, знаете как, взять на себя ответственность, да, и все-таки, не знаю, здесь у него сердце, вот я вам скажу, вот ваш уход, это для него какая-то вот боль. Понимаете, как сам себя наказал, получается, здесь. Возможно, даже не исключая того, то, что и ребенок каким-то образом, ну, если у вас есть совместные дети, если нет совместных детей, ну, сам себя наказал за своего эгоизма здесь. Понимаете, сам себе урок преподнес, болезненный урок причем, да? Так, итак, давайте будем смотреть, помиритесь ли вы с ним в загаданный срок. Так, срок вы загадываете сами, помиритесь ли вы с ним. Так. Знаете, что я вам скажу? Здесь больше не от него зависит, помиритесь ли вы или нет. Это будет все зависеть от вас. Женщина здесь вы интуитивная, мудрая. Помимо этого, понимаете как? В ваших глазах он вообще недоделанный дурачок. Понимаете как? Скорее всего, не исключая того, то, что в ваших отношениях была здесь женщина, тайная была женщина. Не исключая того, что и, возможно, и магия была здесь. Но если вы в это верите, понимаете как? Здесь все будет зависеть от вас. Потому что как? Почему? Потому что вам уже все. Вы, женщина, настолько конкретная стали, да, что вами манипулировать нельзя, лапшу на уши вешать нельзя. Помимо этого, третьи, пятые, десятые лица, все, это не с вами, понимаете как? Хотя здесь, в принципе, возможно такое, да. Так, возможно, даже начало какое-то отношение. Ну-ка, сейчас помиритесь ли вы с ним загаданный срок. Так. Ну, я вам, знаете, как скажу, скорее всего, у вас здесь отношения кармические. Я вам еще могу сказать то, что, возможно, вы друг друга ментально не отпускаете, да. Женщина здесь однозначно не подпускает его. Страхов очень много, нет доверия, да. И еще раз повторяюсь, то, что здесь, понимаете, как... Однозначно, верьте, хотите, нет. Но какие-то третьи лица, а я так понимаю, либо если вы любовница, то жена, если вы жена, то любовница, если вы просто встречались, да, и он не женат, то какая-то девушка для того, чтобы его удержать при себе, хотите, верьте, хотите, нет. Но здесь выпадает то, что человек, ну, что-то делал, понимаете как. Поэтому и сомнения здесь. Здесь по-любому, если вы верите, то да, здесь есть магия, однозначно. Так, помиритесь ли вы с ним в загаданный срок? Знаете как? Я вам скажу, скорее всего, нет. В загаданный срок нет. Почему? Во-первых, этот мужчина, скорее всего, с вами здесь очень подло поступил, да? Мужчина здесь очень плохо с вами поступил, и еще мужчина здесь не признает свою вину. Понимаете как? Вот проблема здесь в чем. Здесь корона давит, тем более мужчина там манипулятор. Нет, он ни в коем случае не признает своего поражения, понимаете как? Нет. Так, почему ты не хочешь признать свою вину? Ну-ка скажи. Нет, 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 вы что? Если он признает свою вину, вы что? Он себя как мужик не будет уважать. Понимаете как? Он в ваших глазах, он же каким там был, да, и победитель такой вот. А если он признает, то что он сам себе подложит, понимаете как? Не-не-не-не, он говорит о том, если я признаю, я себя вообще здесь мужиком, я сам себя уничтожу. Вы его тем самым уничтожите, понимаете? Ему больно признавать здесь поражение свое, и он не хочет, он такой обиженный здесь, вот прям как мальчик. Так, давайте посмотрим. А он сам хочет с вами помириться или нет? Вот ваш мужчинка, хочешь ли ты с этой женщиной помириться?
Конечно, но знаете, как вы для него сейчас как звезда стали. Вы что, вы женщина такая, не исключая того, что вы по отношению к нему сейчас стали очень высокомерны, да? Женщина здесь, женщина, которая перестала его ждать, а эта ситуация его очень сильно злит. Как так? Вы от него отстранились, понимаете, что? Вы теперь все, звездочка. Понимаете, что? Теперь все, пусть он вас ожидает. А женщина здесь поверила в себя. Понимаете, как? Так хочешь ли ты еще помириться с этой женщиной? Конечно, конечно. Понимаете, еще могу вам добавить, что возможно такое, что у вас с ним были долгие отношения, да, как, может, вы с ним проживали, да, вот здесь вы выходите как его постоянная женщина. Женщина, не исключая того, что его поддерживала, да, может быть, даже и материально помогала ему. Может, вы с его были семья, но он вас конкретно считает как своим родным человеком. Понимаете, что? И еще вам добавлю, что могу вам сказать, что когда вы были с ним рядом, у него дела могли идти вперед, понимаете, вверх. Тоже не исключаю того. Видите как? Конечно, здесь вы как ангел его. Понимаете как? Возможно, вы были с супружеской парой. Почему? Потому что здесь союз долгий. Длительный союз. Может, любовники были в длительных отношениях. Так, еще сам ты хочешь с этой женщиной помириться? Конечно, мечтает. Ой, как хочется. Понимаете как? Ой, как хочется все вернуть. Ой-ой-ой-ой-ой. А еще он сам не знает, надо ему, не надо. Но здесь о вас, понимаете, здесь столько мечт. Мужчина в иллюзиях пребывает здесь. Ну и еще могу добавить, что он на судьбу. Знаете, как будет, так будет. Но вернуть хочет, однозначно. Хорошо, а если ты, предположим, эту женщину вернешь? Женщину вернешь. Как ты к ней относиться будешь? Обманывать будет. Знаете что? Во-первых, если вы с этим мужчиной, я просто для тех, кто вдруг захочет с этим принцем сойтись, а он у нас здесь принц. Во-первых, он будет вас в отношениях постоянно обманывать, недоговаривать, хитрить, ускальзывать, понимаете? Это ваш патологический лжец. А чем он будет обманывать вас? То, что помимо вас у него будут другие девушки, другие женщины, он себя здесь будет считать красавцем. Да, он придет, во-первых, вы с ним будете опять страдать, понимаете, что, и, возможно, не исключая того, вот вы с ним опять начали эти отношения, да, вот вроде как начнет себя проявлять, но в то же время сам к себе близко не будет подпускать, ну и вы особо тоже здесь, понимаете, здесь, конечно, если вы желаете с ним помириться, он готов, но здесь корона такова, то, что вы что, сам он не пойдет на примирение, я вам вначале сказала, то, что он ждет проявления от вас, вот тебе надо, беги за мной, хотя самому плохо, тяжело, да, что вас нет в его жизни, но... Понимаете, не исключая того, да, когда он мог вас оставить, вы ушли от него, неважно, сам факт того, то, что нет его, да, в вашей жизни, и он тем самым хотел вас наказать, типа, посмотри, как тебе без меня будет, да. Но женщина здесь обрела силу, женщина поняла свою ценность, я так понимаю. Женщина сама этому мужчине не доверяет и не хочет его подпускать к себе. Хотя мужчина, вы для этого мужчины ангел здесь, который очень важная, ценная женщина. Но одно могу сказать, девочки, выходите из этих иллюзий, понимаете, что это просто обычный аферист, альфонс. Вот для него это не мужчина, а знаете кто? Ну, 15-летний мальчишка. Может быть, он был вашим супругом, может быть, был вашим любовником, да. Ну, это так, вот, знаете, по ушам проехаться, да, наобещать всего, да. Понимаете как? Вот вы с ним будете опять снова в отношениях, да, и опять начнется вот эти американские горки, надо на вам, не надо. Помимо этого будет постоянно вас обманывать, все равно здесь... Как ни крути, знаете, как Горбатова только могила исправит. Это вот персонаж из этой истории. Ну, то, что да, вы для него звезда, значимая женщина, ценная женщина, ничего не могу сказать. Ну и мужчина еще, кто верит в эту магию, он еще, понимаете, есть другая женщина, которая вот наводит. Это не обязательно любовница, да. Ну, может быть, там слишком мать к вам хорошо относилась, да, что... Ну, все равно здесь выходит женщина та, которая, понимаете, приложила усилия. Усилия для того, чтобы этого принца удержать. Для меня, мне кажется, пусть держит и подальше. Тем более вы здесь с ним намучились, много слез и в депрессии побывали. Не знаю, конечно, делать выводы вам. Если нужен вам, пожалуйста, он готов. Но завоевывать будете вы его, не он вас. Понимаете как? Не надо входить в иллюзии. Будет он вам красиво петь, ничего не могу сказать. Но помощи, вклада, ответственности, ну не рассчитывайте. Я вам сказала, как есть. Карты перед вами, пожалуйста. Мужчина, знаете, вот такими, вот неоднократно говорила, попользовался и выбросила, попользовался и выбросила. Все. Вот этот мужчина только для этого и предназначен. Так что, дорогие мои друзья, таков сегодня был наш расклад. Помиритесь вы в загаданный срок? Нет. Для кого-то, к сожалению, для кого-то, к счастью. Понимаете? Здесь мужчина рассчитывает только на вас. Мечтает, ничего не могу сказать.
Ну и ему с вами тяжело, понимаете, вы женщина ответственная. Ну а он-то кто? Он аферист. Аферист Альфонс. Понимаете, ну как ему будет с вами легко, что ли? Нет, конечно. С вами нужно быть мужчиной, а это кто? Это просто червячок такой вот. Еще и тем более под магией, знаете, как, ой, не знаю, решать вам. И также добавлю, для личного расклада обращайтесь. Это все-таки был общий расклад, на личном раскладе рассмотрим. Также хочу добавить, что акция по скидке продолжается до конца января. Так что скажу вам всем, кто захочет, обращайтесь. Всем желаю любви, счастья, семейного благополучия, процветания. И до скорой встречи.